Вот мы приехали в сад после нашего отпуска. Вроде у меня все выжило, все растет. Поливал брат его, сосед наш поливал. Вот такие вот розы. Роза в этом году прям вся, смотри, цветет и пахнет. Ну, сегодня вечером приедем, будем клубнику собирать. Очень много клубники. Все нормально. Вот мы после отпуска сразу на дачу, да, сына? Меня наш сегодня папа кормит. Я еще отхожу, отсыхаю. Вот, немножечко поливали тоже тут. Потом сниму немного сад наш. В общем, поливала я тут немного деревья, смородину, все-все. Здесь вот моя смородина, она еще зеленая, а вот которую сосед дала, она уже черная. Не знаю, может быть, это как красная смородина. Сына собирает это клубничку, помощник. Вот, я прополола эту клубнику. Она вся в траве была, как будто, вон, видите, куча лежат, надо их убрать еще. Как будто я траву посадила за место клубники. И там крапива была, все кололись. Невозможно было собирать. Вот лилии такие обыкновенные. Так, что еще? Ну, здесь колокольчики, колокольчики, колокольчики. Все в цвету. Ой, когда буду уже вот что-то здесь делать, то потихоньку их в одно место пересажу. Роза в этом году прям вся в цвету, прям усыпана. Это ее год. А в этом году, кстати, у меня не было лупины. Они в этом году вообще ни одна лупины у меня не была. Ну вот одна вылезла, видимо, им много влаги нужно. И в этом году дождей меньше. И она даже не цвела. Вот розы уже такие. Тоже надо другую я хочу купить. Я неправильную купила, чтобы прицепить ее к железочке такой. Редиска зацвела, пока мы были в этом. И вот такие вот кустики были. Приехали, она уже в цвету, я ее вырву. Так, ну что, снаружи тоже полила немножко. Это у нас как ее, халунда, по-немецки халунда. Там тоже вот шиповник типа расцвел. Вот сюда я чуть-чуть пересадила вот этих фиолетовых. Белые тоже вон упали, поливала. Чтобы на всякий случай они здесь были. Если я буду менять структуру огорода. Вот. Сюда попересадила, можно еще пересадить. Так. Что еще хотела вам рассказать, показать. Короче, приехали отдыхать, а я все это время полола, хотела клубнику собрать и села полоть, потому что там трава, в траве она была. В этой клубнике не очень много травы, но тоже Саша взялся за этот, ой, крапиву. Я ее сейчас прикипячу и сделаю себе для волос, для головы. Вот этот кустик я в этом году уменьшила или в том. Он такой огромный был, думаю, не, немножко меньше его сделала. Так. Вон, две чашки клубники. Мне надо будет варенье и пирог, наверное, делать. Так. Вот эти у меня герань. Герань цветет. Маленькие кустики купила. Ну, на зиму я их возьму. Опять в крапиву влез. Надо ее вырвать. Я ее сейчас срежу, она мне нужна. А вот это, смотрите, как будто замерзла или засохла, не пойму. Странно так почернела. Буквально вот была, не было. Направляла ее еще так, прицепляла. А тут она почернела, но я уже ее полила, думаю, может. Ну, дельфиниум. Ну, все. Вот здесь тоже у меня клубника. Надо будет ее пересадить к остальной. Отдельный сорт. Здесь надо тоже собрать. Это крупная. У меня в этом году мелкая, дождей нету. Я поливаю, наверное, плохо. И она не выросла особо. Ну, все. Ничего особенного. Вот так вот. Ботвы, цветов. Ветер у нас сильный сегодня. Так, немного я освободилась и хочу показать журналы. Ну, оттуда. Вот, смотрите, вот сын мне помог собрать варенье. Ой, варенье, клубнику.
И я с килограмм клубнички сделала 4 баночки варенья, потому что там клубника мелкая, в этом году дождей не было, я плохо поливала, в общем-то сказать. И собрал, может быть, 1,5 килограммчика, и вот полкило там я творог ела, там еще чуть-чуть лежит клубнички, не знаю, может, что-то можно еще выбрать. Но сейчас я о другом, я хочу показать, да, немножко этот журнал, ну, чтобы примерно знать, да, вот Пакостанию это маленький город, городок, так сказать, да, который находится 34 километра от Зада. И я покажу, да, где мы вот мы вот здесь вот находились, вот здесь. И получается, да, вот здесь вот через море, да, Сапог такой, Италия. И мы вот на этом же уровне были в 19 году в Италии. Мне тоже там понравилась природа, потому что там более такой теплее климат, чем если вот здесь в начале, да, вот Италии или в начале Кроации, да, то есть все равно здесь уже намного теплее климат, так же, как и в Италии. Вот этот в Пакистане, ну, вы в видео видели эту церковь, она почему-то закрыта все время была, и днем, и ночью. В Италии церкви были открыты. Мы заходили, смотрели, что внутри, но здесь я почему-то не смогла зайти. Вот, ну, вот такие вот виды. Здесь, наверное, ну, разные кемпинги, разные отели. Потом, видимо, вот здесь недалеко город Драго. Драго, да. Я думаю, что это все там рядом находится, тоже маленькие городки. Или это вообще, ну, просто отдых в Ргада какой-то, да? Это остров, наверное, или что, не знаю. Такой там журнальчик был, мы взяли. Вот это по Кастане, да? Но это не наш. Это похоже пляж, тоже вот так вот в круговой песок. Но такое ощущение, что там как бы искусственно было насыпано вот такой на вот этот пятачок. Не знаю, может быть, нет. Я не знаю. Но похоже на нас, но это ТН по Кастане. Это не то. Потом Коза-Рика. Коза-Рика, да, тоже там, наверное, что-то есть такое, поселок или что. Вот. Здесь мы были, вот это Драго, да. Ну и вот это все вот тут. На велосипеде можно вот так вот это все, видимо, объехать. Какое-то там, как озерцо еще, наверное, да, озеро. Вот. Так что... А это вот по Кастане, где мы были. Да, это вот здесь мы тоже вот гуляли, я немножко снимала отсюда. Да, тут тоже, ну, всякие виды спорта можно. Да. В общем, немного такой вот взяли на память журнал. Водопады там, оказывается, были. Где они были, я не знаю. Ой, наверное, можно было съездить. А нет, это вот Кирка. Кирка, где он? Кирка 47 километров, да, была. Но я вообще хотела в город Задар съездить, посмотреть город. Но так как я заболела, и там как раз подходящая погода была, можно было, вот пасмурно было, не жарко, можно было использовать тот день, но мне было не всегда хорошо, когда действие таблетки. Мой муж там в аптеку ходил, покупал таблетку, потому что я взяла свой гриппостат, а там в пластине было всего лишь только 2, я не посмотрела. Вот, и вот пока таблетка действовала, мне было ничего, но даже на один завтрак я не ходила, было, ну, нехорошо, один раз утром, ночами была сильная температура, поэтому нам не удалось ни велосипеды взять, там 10 евро в день велосипед, ну, мы хотели только с мужем, нашим детям это неинтересно было, не удалось нам взять велосипеды, потому что мне было не до велосипедов, ну, было нормально так временами, но временами было очень тяжело. Была температура, и в общем я так давно не болела, хочу сказать, да. Вот здесь мы были в Пайн-Биче, да, в этом кемпинге, так сказать. В этом кемпинге здесь все стояло, что у них, какие программы, когда проходили, да, все, да, когда теннис, там, когда это, в общем, потом здесь было написано, когда завтрак, обед,
ужин и снэк-тайм, да, вот это вот все было написано, нам как раз подчеркнули, когда мы приехали, мы в 6 часов вечера приехали, и нам подчеркнули, когда надо на ужин идти. Потом это вот карта такая, они нам обвели вот наш домик, показали, вот, близко к морю, да, и эти домики вот такие вот прямоугольниками, да, двойными как бы обозначены, вот они тут. И тут вот другие домики были просто, здесь такой забор, и здесь был это другой кемпинг на машинах люди, и у них вот такой вот вид был не очень. А которые вот здесь стояли домики, более-менее вид был уже на море, да. Вот. И вот это вот песчаный пляж вот здесь. А здесь все вот камни. Вот это все камни, да. Вот. Потом здесь была еще одна игровая площадка возле песчаного пляжа. Причем очень, да, вот большая. Там были, ну, всякие горки. Ну, все был, трамплин, по-моему, даже. То я там не снимала. Тут был потом еще поле футбол, плац, да. И здесь еще вот там теннис или что. В общем, еще то там кое-что я не сняла, но там еще было, да, много чего. Вот такая вот большая территория. Просто вот хотела немножко вам так обзор сделать. Потом вот такие вот открытки давали в ресторане один день. Такие, и еще были другие с видом на море. Но я почему-то мимо пробежала, мне не успели дать в руки. Когда уже муж с детьми пришел, уже вот такие раздавали. И сын мой что-то пробежал, как раз мы с сыном первые пришли, как раз я снимала для вас блюдо там. И вот они давали открытки. Или не в тот день, не знаю, ну неважно. А потом вот, что мы все-таки решили поплавать, это вот типа на подводной лодке, но я ее называю подводная лодка, субмарины, да, вот, и мы думали, что садиться нужно в центре, потому что мы ее видели в центре, да, но оказывается ну, они приплывают, прям вот приплыли туда, недалеко от нашего домика, здесь наш домик. Мы сели, поплавали, это вы тоже уже видео видели. И напоследок он нам подарил вот такие две открытки. Вот такие вот, как реклама, что ли. Нам понравилось, конечно. Один раз можно посмотреть. Он говорил по-английски, по-немецки ломаном, объяснял нам, где что смотреть, спускался всегда к нам. Наш вот этот вот весь, да, наше путешествие подводное составляло 45 минут. Он объезжал, ну, 3 острова, да. Он плыл вокруг островов, и причем так кнап между камнями, да, так, ну, в общем-то, так сказать, уже наловчился, наверное, он так плавать, или у него там нави, или еще что-то. Ну, интересно, короче, было. Вот, немножко рассказала, и потом еще немножко расскажу вам мои впечатления и, ну, вообще обо всем, да, плюсы, минусы, и обо всем потом еще немножко расскажу вам. Всем привет! Справили мы сына день рождения, он просил не снимать, но, как говорится, если он хочет, я снимала для себя, ну, для публики он просил не выставлять. Вот, и хочу показать немножко сад. У нас засуха, мы вот поливаем, и толку нет. Вот представляете, траву здесь, вот сколько поливала я, все равно вся она высохла. Крыжовник тоже постоянно поливала, бедные ягоды все высохли. Было чуть-чуть, а сейчас прям полностью высохли. Все, яблоню приходится, все поливаем. Вот смородина красная, вроде ничего так чувствует себя. Вот этот крыжовник, который лысый, да, или волосатый, тут у меня разные, да, вот этот, ну, ягодки сами такие с колючечками, он сладкий, по-моему, более-менее. Ой, жара стоит невыносимая, дождей нету, покапает там чуть-чуть и все. И поэтому не такие заросли у меня в этом году, но я кое-что уже срезала. Даже вот эти вот лилии, которые были вообще такие высокие, они не настолько высокие сейчас. У нас остался шашлык с дня рождения. Мы приехали пожарить и повезем домой. Дети не хотели с утречка. Вот, я пока поливаю кое-что. Вот, розы так красиво цвели.
Может быть, у меня есть видео, я тоже это все выставлю. Тоже вот вся пышная эта роза была, сейчас уже отцвела. Вот, я говорю, что, ну, не такие огромнейшие кусты, вот это тоже вот прям маленькие. С одной стороны, радует, что не так много ботвы. Вот колокольчики отцветшие надо срезать тоже. Не все срезала. Кое-что прибирала, убирала, срезала. Вот что отцвело. Вот эта роза красиво цвела. Тоже такие огромные цветы. Ставлю фотографии или видео, если у меня есть. Вот. Георгины у меня в этом году вообще не идут в рост, потому что дождей нету. Я тоже их поливаю. Когда были дожди, слизняки их поели. Потом вот когда новые листики появились, уже поздно. Ну, видите, какой рост георгин. То они были с ростом чуть ли не с меня. Вот. Помидорки. Это мне Вовина коллега отдала. Они такие были маленькие, еще не знаю, бучу с них нет. Ну, я посадила, потому что все равно место было. Вот. Огуречки у нас брат Вовин, пока мы были в отпуске, вот эти 3 нам досадил. И они просто салат, они как это, салат огурцы, да, длинные такие. Я сажаю всегда коротенькие. Мне они больше нравятся, там запах есть и вкус. Ну, вот видите, все сгоревшее. Все сгоревшее. На этом, на персике один персик. Еще. Вот. Ну, а так, бедные растения, конечно. Дождей надо. Клубники в этом году вообще нету, потому что хоть ее и поливаешь, и толку нету. Вот толку нету от этого полива. Им нужен дождь. Так, вот так вот. Нужен дождь. Клубника вся мелочная в этом году. Очень мелкая. Прям как земляника. Вот такусенькая. Я с 2 килограмма сделала варенье. И так поесть было там чуть-чуть, может, грамм 200-300 каждый раз. И вот это вот у меня в этом году хорошо здесь в тенечке, хоть более-менее давала плод. Которую рассадила, тоже более-менее давала плод. Малина в тенечке более-менее жива. Вот уже начинает спеть. Первая малинка еще не доспела. Хочу посадить больше малины. Не знаю, где место найти. Вот там, где, наверное, Вова там хочет сделать место для, ну, гриля. А я хочу там малину посадить. Потому что там как раз тенек. Малина любит тенек. Вот. В общем, надеюсь, хоть пройдет какой-нибудь дождик, чтобы полил хорошо растения. Очень жалко растения. Эта смородина у меня еще не спеет. А тот, который сосед дал, я уже ее рву, ем. Она уже поспела полностью, черная. Ну, немножко рассказала про свою дачу. Вот этот тоже у меня постоянно вянет. Я уже срезала вялый, надо сейчас полить тоже. Поливаю, и тоже толку нету. Бедный сохнет.